Что если ученые ошибались насчет некоторых морских существ с самого начала, и эти создания на самом деле не являются частью земной жизни? Осьминоги способны редактировать собственную РНК на лету, меняя работу нервной системы в зависимости от температуры воды. Ни одно другое животное на планете так не делает. В 2015-м группа биологов опубликовала исследование, в котором прямо написала: происхождение этих существ не вписывается ни в одну известную эволюционную схему. Впереди 10 созданий, которые заставят тебя усомниться в том, что жизнь на Земле возникла только здесь. Начнем с осьминога. И начнем с факта, который биологи долго не решались публиковать. В 1970-м американский нейробиолог Джером Летвин провел серию экспериментов с нервной системой осьминога и получил результаты, которые его коллеги назвали артефактом оборудования. Нейроны осьминога передавали сигналы по схеме, которая не соответствовала ни одной известной модели работы нервной ткани. Летвин настаивал на своих данных. Его проигнорировали. Прошло 40 лет. В 2015-м международная группа генетиков полностью расшифровала геном осьминога вида Octopus bimaculoides и обнаружила 2800 так называемых генов-сирот, последовательностей ДНК, которые не имеют аналогов ни у одного другого существа на Земле. Ни у предков осьминога, ни у родственных видов. Ни у кого. Откуда взялись эти гены? Наука не знает до сих пор. Но это еще не самое странное. Осьминог имеет около 500 миллионов нейронов, больше, чем у большинства млекопитающих. Из них только треть находится в мозге. Остальные 2/3 распределены по щупальцам, и каждое щупальце принимает решение независимо от центральной нервной системы. Фактически у осьминога 9 мозгов, работающих одновременно. Ни одна другая ветвь эволюции на Земле не пришла к такому решению. В 2020-м группа ученых из Чикагского университета опубликовала статью в журнале «Клеточные отчеты», в которой описала механизм редактирования РНК у осьминога. Когда температура воды падает, осьминог в течение нескольких часов перестраивает работу своей нервной системы на молекулярном уровне, без изменения ДНК. Человек, мышь, рыба, червь — никто из живых существ на планете не делает этого в сопоставимых масштабах. Он буквально переписывает инструкции для своих клеток прямо в процессе жизни. Осьминоги редактируют более 60% своих РНК-транскриптов. У человека этот показатель менее 1%. В 2018-м группа из 33 ученых, включая нобелевского лауреата Эдварда Стила, опубликовала в журнале «Прогресс в биофизике и молекулярной биологии» статью объемом 30 страниц. Авторы утверждали следующее. Резкое появление головоногих моллюсков в кембрийском периоде около 540 миллионов лет назад невозможно объяснить постепенной эволюцией. Скачок был слишком быстрым и слишком радикальным. Ученые предложили гипотезу панспермии. Оплодотворенные яйца или замороженные эмбрионы предков осьминогов могли попасть на Землю с кометами или метеоритами. Научное сообщество встретило статью с раздражением, но опровергнуть ее конкретными данными так и не смогло. Осьминог видит поляризованный свет, тип излучения, который большинство животных не воспринимают вообще. При этом он полностью лишен цветового зрения в классическом смысле. В его сетчатке только один тип фоторецептора. Тем не менее, осьминоги меняют окраску, точно совпадая с цветом окружающей среды. Как именно они это делают, до сих пор предмет спора. Одна из рабочих гипотез, опубликованная в 2016-м, предполагает, что фоторецепторы встроены прямо в кожу. И осьминог видит цвет всей поверхностью тела, минуя мозг полностью. Продолжительность жизни осьминога от 1 до 3 лет. За это время он демонстрирует способности, которые у других животных формируются десятилетиями. Решает многоэтапные задачи, запоминает конкретных людей, использует орудия труда, играет. В лаборатории Океанографического института Вудс-Холл осьминог по имени Отто в 2008 году регулярно выбирался из аквариума ночью, пересекал комнату, охотился в соседних емкостях и возвращался обратно до прихода персонала. Камеры зафиксировали это на 3-ю ночь наблюдений. Это первый в нашем списке. И, возможно, самый документально подтвержденный случай существа, чья биология не вписывается в стандартную картину земной эволюции. Второй в списке — Turritopsis dohrni, медуза размером с ноготь мизинца, которая биологически бессмертна. Это не метафора и не преувеличение. В 1988-м немецкий студент-биолог Кристиан Зоммер собирал образцы в Средиземном море у берегов Италии и заметил странное поведение взрослых особей этой медузы. Достигнув зрелости, они не умирали, они возвращались в состояние полипа, то есть в раннюю личиночную стадию, и начинали цикл заново. Зоммер не понял, что именно видит. Его записи пролежали без внимания почти 10 лет. В 1996-м итальянские биологи Фернандо Буэро и Стефано Пирайно опубликовали первое научное описание этого процесса. Они назвали его трансдифференциацией. Клетки взрослого организма полностью меняют свою специализацию и превращаются в клетки другого типа. Без участия стволовых клеток, без опухолевых процессов, без деградации.
Ни одно многоклеточное существо на Земле не делает этого системно и многократно. Теоретически Туритопсис дохрани способна повторять этот цикл бесконечно. Японский биолог Шин Кубота из Киотского университета посвятил изучению этой медузы более 20 лет. В его лаборатории одни и те же особи прошли цикл омоложения более 10 раз подряд. Кубота публично заявил, что если человечество научится применять механизм трансдифференциации к клеткам человека, проблема старения будет решена. Геном Туритопсис дохрани был частично расшифрован в 2022, и ученые обнаружили, что гены, отвечающие за репарацию ДНК и подавление клеточного старения, у этой медузы представлены в удвоенном количестве по сравнению с родственными видами. Но биологическое бессмертие — это не единственная причина, по которой эта медуза попала в список. Туритопсис дохрани тихо захватила мировой океан. Она появилась в Средиземноморье, затем была зафиксирована у берегов Японии, Панамы, Испании, Флориды, Австралии и Новой Зеландии. Механизм распространения. Балластные воды грузовых судов. Сегодня она присутствует во всех океанах планеты. Поскольку особи потенциально не умирают от старости, а размножаются при каждом новом цикле, точное количество этих медуз в мировом океане неизвестно. Ряд морских биологов считает, что речь идет о триллионах особей. Происхождение вида при этом остается неясно. Ближайшие родственники Туритопсис дохрани — обычные смертные медузы без каких-либо признаков трансдифференциации. Механизм биологического бессмертия появился в этой конкретной ветви внезапно, без промежуточных форм в палеонтологической летописи. Эволюционного объяснения, которое бы описывало пошаговое формирование этой способности, не существует. В 2023-м испанские генетики из университета Овьедо сравнили геном Туритопсис дохрани с геномом ее ближайших родственников и выявили группу генов, аналоги которых у родственных видов полностью отсутствуют. Эти гены не имеют известных предшественников в эволюционной летописи Книдари, типа животных, к которому относятся медузы. Авторы исследования написали в выводах прямо: источник этих генетических последовательностей установить не удалось. Существо размером с ноготь бессмертное, распространившееся по всем океанам планеты, с генами неизвестного происхождения и при этом почти невидимое невооруженным взглядом. Третий в списке — мешкоглот. Рыба глубиной до 5 километров, чья биология нарушает базовые принципы анатомии позвоночника. Мешкоглот весит около 300 граммов и вырастает максимум до 30 сантиметров. Но он способен заглотить добычу в 10 раз тяжелее и в 4 раза длиннее себя. Это не преувеличение, это задокументированный факт. В 2010-м у берегов Гавайев был выловлен экземпляр мешкоглота с непереваренной рыбой внутри, которая весила 860 граммов при весе самого хищника в 80 граммов. Желудок растянулся до размеров, при которых кожа стала полупрозрачной, а внутренние органы сместились к позвоночнику. Желудок мешкоглота в спокойном состоянии практически не существует как орган. Он представляет собой тонкую складку ткани. Кишечник, печень и сердце расположены не в фиксированных полостях, как у всех позвоночных, а смещаются в зависимости от степени наполнения желудка. Ребра у мешкоглота отсутствуют, именно потому, что жесткий скелет грудной клетки сделал бы такое питание физически невозможным. Ни одна другая позвоночная рыба не утратила ребра в ходе эволюции с такой же функциональной мотивацией. Челюсти мешкоглота не имеют жесткого крепления к черепу. Они удерживаются только связками и мышцами, что позволяет раскрывать пасть под углом в 180 градусов. Зубы направлены внутрь и загнуты назад. Добыча, попавшая в пасть, физически не может выбраться. Эта конструкция не имеет промежуточных эволюционных форм в палеонтологической летописи глубоководных рыб. Она появилась в готовом виде. В 2017-м генетики из Гавайского университета провели полный анализ митохондриальной ДНК мешкоглота и установили, что его ближайшие родственники — угри семейства альбулевых, обитающие на мелководье. Генетическая дистанция между мешкоглотом и этими родственниками соответствует примерно 180 миллионам лет раздельной эволюции. Но анатомические различия между ними настолько радикальны, что ряд систематиков до сих пор считает классификацию мешкоглота как угря спорной. За 180 миллионов лет эволюция в изолированной среде глубокого океана переделала базовый план строения позвоночного животного до неузнаваемости. Мешкоглот живет в зоне, куда солнечный свет не проникает вообще. Давление на глубине 5 километров составляет около 500 атмосфер. Это в 500 раз больше атмосферного давления на поверхности. При таком давлении большинство биологических молекул меняют форму и перестают работать. Ферменты мешкоглота функционируют нормально при давлении, которое разрушает ферменты любого поверхностного животного. Молекулярный механизм этой адаптации был частично описан только в 2019-м, и он не похож ни на одну другую известную адаптацию к давлению у позвоночных. Живым мешкоглота никто никогда не наблюдал в естественной среде. Все известные экземпляры — это мертвые или умирающие особи, всплывшие на поверхность. При подъеме с глубины резкое снижение давления разрушает плавательный пузырь и повреждает внутренние органы. Все, что известно об этой рыбе, получено из анализа тел. Сколько их в глубинах океана, какое поведение они демонстрируют, как размножаются в условиях абсолютной темноты и чудовищного давления, неизвестно.
Рыба с анатомией, не имеющей аналогов среди позвоночных, с ферментами, работающими по неизвестному принципу, из среды, которую человек не способен наблюдать напрямую. Следующее существо в списке обитает не в бездне, оно живет прямо у поверхности, и его странность другого рода. Если осьминоги действительно пришельцы, то почему бы не узнать о других необычных существах? А пока вы изучаете морские загадки, не забудьте заглянуть на playprofit.com. Там собраны все популярные нейросети по одной подписке. И помните, ссылка в описании, а при регистрации вас ждет бонус в 500 токенов. Четвертый в списке, то есть морской огурец. Существо без мозга, без централизованной нервной системы и без органов чувств в классическом понимании, которое, тем не менее, демонстрирует поведение, требующее координат. Морской огурец способен полностью растворить собственные внутренние органы и выбросить их через анальное отверстие в сторону хищника. Это не случайный спазм, это контролируемый процесс аутоэвисцерации, после которого животное отращивает новый комплект внутренностей за срок от 2 до 5 недель. Кишечник, дыхательные деревья, половые железы. Все регенерирует полностью. Механизм запуска этого процесса не связан ни с одним известным нейромедиатором позвоночных животных. В 2014-м биохимики из Университета Виктории в Канаде исследовали белковый состав тканей морского огурца в момент аутоэвисцерации и обнаружили группу белков, которые не встречаются ни у одного другого иглокожего. Эти белки управляют процессом разжижения соединительной ткани. Морской огурец буквально превращает свои стенки тела из твердого состояния в жидкое и обратно за считанные минуты. Материаловеды из Массачусетского технологического института в 2018-м попытались синтезировать аналог этого материала для медицинских имплантатов без успеха. Биологический механизм оказался слишком сложным для воспроизведения в лаборатории, но аутоэвисцерация – не главная странность морского огурца. Некоторые виды морских огурцов дышат через анус. Это не метафора, они прокачивают воду через заднее отверстие тела, и кислород поглощается через стенки внутренних дыхательных деревьев. Небольшая рыба из семейства карапузовых использует это отверстие как вход и живет внутри морского огурца постоянно, выходя кормиться и возвращаясь обратно. Морской огурец при этом не реагирует на присутствие рыбы никак. Нейробиологи до сих пор не могут объяснить, как животное без централизованного мозга поддерживает устойчивый ритм дыхательных движений на протяжении часов. Геном морского огурца был расшифрован в 2015-м китайскими генетиками. Результат оказался неожиданным. Геном содержит около 23 тысяч генов, сопоставимо с человеком. При этом морской огурец является иглокожим, то есть относится к той же группе животных, что морские звезды и ежи. Геномы родственных иглокожих значительно проще. Откуда у морского огурца такая генетическая сложность при полном отсутствии мозга? Вопрос, на который у науки нет ответа. Отдельного внимания заслуживает регенерация нервной системы. Морская звезда, ближайший родственник морского огурца, тоже умеет регенерировать, но только конечность. Морской огурец восстанавливает нервное кольцо, то есть структуру, которая у него выполняет функцию центрального координационного узла. После полного удаления нервного кольца в лабораторных условиях животное восстанавливало его за 18 дней и возвращалось к нормальному поведению. Ни одно животное с нервной системой сопоставимой сложности не демонстрирует регенерацию центрального нервного узла. В 2021-м норвежские биологи из Университета Бергена опубликовали сравнительный анализ генов регенерации у морских огурцов и позвоночных животных. Они обнаружили, что часть генов, активирующихся при регенерации у морского огурца, имеет структурное сходство с генами, подавляющими рост опухолей у млекопитающих. Механизм, который у человека блокирует бесконтрольное деление клеток, у морского огурца запускает контролируемое восстановление органов. Авторы назвали это инвертированной онкологией и написали, что понимание этого механизма может изменить подход к лечению рака. Финансирование исследования было свернуто через год по административным причинам. Существо без мозга, которое управляет своим телом эффективнее большинства животных, с мозгом, с геномом сложности человека и механизмом регенерации, способным заинтересовать онколога. Следующий в списке устроен иначе. У него есть глаза. 16 типов фоторецепторов против 3 у человека. Пятый в списке – рак-богомол, ракообразная, длиной до 38 сантиметров, чья зрительная система настолько сложна, что инженеры используют ее как модель для разработки новых типов оптических сенсоров. У человека 3 типа фоторецепторов. Они позволяют различать около 10 миллионов оттенков цвета. У рака-богомола 16 типов фоторецепторов. Когда в 2008-м австралийские нейробиологи из университета Квинсленда впервые детально описали эту систему, они ожидали, что рак-богомол воспринимает невообразимое количество цветов, сотни миллионов
миллионов оттенков. Эксперименты дали противоположный результат. Рак богомол различает цвета хуже человека. 16 типов фоторецепторов используются не для развлечения оттенков, а для мгновенной идентификации категории объектов, без анализа и сравнения. Мозг рака богомола не обрабатывает цветовую информацию так, как это делает мозг человека или птиц. Он считывает готовые сигналы напрямую, как штрих-код. Это принципиально другая архитектура зрения. Не более детальная, а более быстрая. Время реакции на зрительный стимул у рака богомола составляет около 2 миллисекунд. Для сравнения, у человека это 200 миллисекунд. Помимо 16 цветовых каналов, рак богомол видит ультрафиолет, инфракрасное излучение и 6 типов поляризованного света, включая круговую поляризацию, которую не воспринимает ни одно другое известное животное на Земле. Панцирь самих раков-богомолов отражает поляризованный свет специфическим образом. Это работает как система опознавания свой-чужой, невидимая для всех хищников вокруг. В 2019 инженеры из университета Иллинойса скопировали структуру фоторецепторов рака богомола для создания медицинской камеры, способной различать раковые ткани от здоровых по характеристикам отраженного поляризованного света. Камера прошла клинические испытания и показала точность выше стандартных методов диагностики. Удар рака богомола – отдельная тема. Небольшой вид Odontodactylus scilarus наносит удар конечностью с ускорением в 10 тысяч ГРА и скоростью около 23 метров в секунду. Сила удара до 500 килограммов на квадратный сантиметр. Этот удар разбивает аквариумное стекло толщиной в 12 миллиметров. Зоопарки мира содержат раков-богомолов в специальных акриловых емкостях, потому что стекло они разрушают регулярно. При ударе вода вокруг конечности мгновенно закипает от кавитации, возникают пузырьки пара, которые при схлопывании выделяют энергию в ад в виде вспышки света и ударной волны. Даже если сам удар промахнется, ударная волна от кавитации оглушает добычу. Конечность рака богомола выдерживает миллионы таких ударов без повреждений. Материаловеды из Калифорнийского университета в Риверсайде изучили структуру этой конечности в 2012 и обнаружили, что она состоит из минерализованных волокон, уложенных по спиральной схеме Гейзенберга. Эта архитектура гасит трещины, не позволяя им распространяться. На основе этой структуры были разработаны новые композитные материалы для авиационной и военной промышленности. Происхождение рака богомола в палеонтологической летописи также вызывает вопрос. Ископаемые формы, датированные примерно 400 миллионами лет назад, уже имеют специализированные ударные конечности и сложные глаза, без видимых переходных форм от более простых предшественников. Эволюционная линия, ведущая к современным ракам-богомолам, реконструируется с большими пробелами. Зрительная система, которую копируют медицинские инженеры. Удар, который копируют производители брони. Материал конечности, который копируют авиастроители. Рак-богомол – существо, чья биология в нескольких независимых аспектах опережает современные технологии. Следующий в списке не бьет и не видит в 16 каналах. Он делает нечто, что противоречит самому определению животного. Шестой в списке та физалия, которую большинство людей знают как португальский корабль. Это существо не является медузой, хотя выглядит именно так. Оно не является одним организмом. Это колония из 4 генетически различных типов особей, каждая из которых не способна выжить отдельно. И у этой колонии нет мозга, нет нервного центра, нет органа, принимающего решения. Тем не менее, физалия координирует охоту, реагирует на угрозы и перемещается направленно. 4 типа особей в колонии физалии называются зооидами. Первый тип — пневматофор, газовый поплавок длиной до 30 см, который удерживает колонию на поверхности и работает как пар. Второй тип — дактилозооиды, щупальца длиной до 50 метров, несущие стрекательные клетки. Третий тип — гастрозооиды, занимающиеся пищеварением. Четвертый тип — гонозооиды, отвечающие за размножение. Каждый тип — это отдельный организм с собственным геномом. Все 4 типа развились из одной оплодотворенной яйцеклетки путем дифференциации, но в процессе роста каждый тип стал генетически отличным от остальных. В 2020-м биологи из Смитсоновского института тропических исследований в Панаме опубликовали работу, в которой описали механизм координации движений физалий. Пневматофор наклоняется под углом примерно 45 градусов к направлению ветра. Всегда в одну и ту же сторону. Физалии, рожденные в северном полушарии, наклоняются влево, в южном — вправо. Это разделение означает, что при любом ветре часть популяции движется в одном направлении, часть — в другом, и колония как вид никогда не оказывается целиком в одном месте. Авторы работы назвали это популяционной навигацией без централизованного управления. Никто не принимал это решение. Оно зашито в асимметрию тела. Яд физалии содержит смесь из более чем 40 биологически активных соединений. Среди них физалитоксин — белок, механизм действия которого отличается от всех известных нейротоксинов морских животных. Он одновременно блокирует натриевые каналы нейронов и активирует кальциевые. Комбинация, которая вызывает паралич и болевой шок одновременно. Противоядия от укуса физалии не существует. Стандартная рекомендация медицинских протоколов при тяжелом отравлении — симптоматическая терапия. В 2017-м у берегов Португалии зафиксировано 270 случаев госпитализации
за одну неделю после массового выброса физалий на берег. Щупальца физалии сохраняют способность жалить после отделения от колонии в течение нескольких часов и даже после гибели животного. Отделенные щупальца длиной в несколько метров, лежащие на пляже, реагируют на прикосновение и выстреливает стрекательными клетками автономно, без какого-либо сигнала от несуществующего центра управления. Каждая стрекательная клетка нематоциста является самостоятельным механическим устройством, срабатывающим при физическом контакте. Скорость выстрела нематоцисты составляет около 3 метров в секунду, а давление внутри капсулы перед выстрелом достигает 150 атмосфер. Ни один орган физалии не является мозгом. Но в 2022 нейробиологи из Гарварда, изучая нервные сети физалии, обнаружили, что электрические сигналы между зооидами передаются по схеме, математически идентичной схеме передачи сигналов между нейронами в коре головного мозга млекопитающих. Та же топология сети, тот же тип синхронизации, та же устойчивость к разрывам соединений. Колония без мозга организует свои внутренние сигналы так же, как мозг с миллиардами нейронов. Авторы исследования написали, что это либо случайное совпадение, либо свидетельство того, что данная сетевая архитектура является универсальным решением для любой достаточно сложной биологической системы, независимо от ее структуры. Существо, которое не является одним существом без мозга, организующее сигналы как мозг, с ядом без противоядия и щупальцами, которые жалят после смерти. Следующий в списке устроен проще внешне, но его внутренняя химия заставила фармацевтические компании потратить миллиарды на попытки ее скопировать. Седьмой в списке мечехвост. Существо, которое не изменилось за 450 миллионов лет. Для сравнения, динозавры появились около 230 миллионов лет назад и вымер. Мечехвост пережил все 5 массовых вымираний в истории Земли, включая пермское, уничтожившее 96% всех морских видов. Его тело в ископаемых образцах из ордовикского периода неотличимо от живых особей, которых можно найти сегодня на побережье Делавера. Это само по себе аномалия. Эволюция работает через изменения, и чем дольше существует вид, тем больше изменений он накапливает. Мечехвост не накопил ничего за почти полмиллиарда лет. Эволюционные биологи называют такие организмы живыми ископаемыми. Но это название скрывает реальную проблему. Наука не может объяснить, почему отбор не изменил мечехвоста ни в одном направлении за время, в течение которого рыбы превратились в рептилий, рептилии в млекопитающих, а млекопитающие в людей. Кровь мечехвоста синяя. Это известный факт. Она содержит медсодержащий белок гемоцианин вместо железосодержащего гемоглобина. Но цвет крови наименее важная ее особенность. Кровь мечехвоста содержит амебоциты, клетки, которые в присутствии бактериальных эндотоксинов мгновенно образуют плотный гель, изолируя источник заражения. Эта реакция настолько чувствительна и специфична, что с 1970-го она является обязательным стандартом проверки всех медицинских препаратов, вакцин и имплантатов на стерильность. Каждый шприц, каждая вакцина, каждый кардиостимулятор, произведенные в мире, проверяются с использованием лизата амебоцитов мечехвоста, реактива, известного как реагент ЛЛ. Синтетического аналога этого реагента не существовало до 2023 года, когда биотехнологическая компания из Сингапура представила частичный заменитель. До этого момента мировая медицина буквально зависела от крови одного вида животного, пережившего динозавров. Ежегодно для получения реагента отлавливается от 400 тысяч до 600 тысяч особей мечехвоста, у каждой берется до 30% объема крови, после чего животных возвращают в океан. Смертность при этой процедуре составляет по различным оценкам от 10 до 30%. Глаза мечехвоста – отдельная история. У него 10 глаз, расположенных по всему телу, включая пару на хвосте. Два главных сложных глаза имеют структуру, которую нейробиолог Хартлайн из Рокфеллеровского университета изучал с 1930-х годов. В 1967 он получил Нобелевскую премию по физиологии именно за работу с глазами мечехвоста. Его исследования механизма латерального торможения в сетчатке мечехвоста заложили основы понимания того, как обрабатывает зрительную информацию человеческий мозг. Принцип, обнаруженный в глазу существа возрастом 450 миллионов лет, оказался фундаментальным для нейронаук. Геном мечехвоста был расшифрован в 2015. Он содержит около 19 тысяч генов и демонстрирует крайне низкий уровень генетической изменчивости между особями разных популяций – американской, японской и индо-тихоокеанской, разделенными миллионами лет географической изоляции. Три популяции, которые не контактировали друг с другом со времен разделения континентов, сохранили почти идентичные геномы. Это означает, что мутации в геноме мечехвоста либо крайне редкие, либо немедленно отбраковываются, что само по себе требует объяснения. В 2021 популяция мечехвоста на Атлантическом побережье США сократилась настолько, что вид был внесен в список уязвимых.
Если мечехвост исчезнет, мировое производство вакцин столкнется с кризисом контроля качества, для решения которого у фармацевтической промышленности нет готовой альтернативы. Существо, пережившее 5 массовых вымираний, может не пережить одного промышленного века. 8 в списке. Грибневик вида Мнемиопсис лейдии, существо, которое в 2008 перевернуло все, что наука знала о происхождении нервной системы. До этого года считалось установленным фактом: нервная система у всех животных на Земле имеет единое эволюционное происхождение. Один общий предок, один раз в истории жизни создавший нейроны, и все последующие животные унаследовали эту систему, модифицируя ее в разных направлениях. Это была одна из немногих по-настоящему фундаментальных констант в биологии. Геном Мнемиопсис лейдии разрушил эту константу полностью. Группа генетиков под руководством Леонида Моровица из Национального института здоровья США расшифровала полный геном грибневика и обнаружила следующее. Нейроны грибневика построены на основе генов, которые не имеют аналогов в нервных системах ни одного другого животного на Земле. Нейромедиаторы, которые использует грибневик для передачи сигналов между клетками, отличаются от нейромедиаторов всех остальных животных. Серотонин, дофамин, ацетилхолин. Химические вещества, на которых работает нервная система от червя до человека. У грибневика отсутствуют полностью. Его нейроны общаются с помощью молекул, которых нет больше нигде в животном мире. Вывод, к которому пришла группа Моровица, был опубликован в журнале «Наука» в 2014 и вызвал немедленную полемику. Нервная система грибневика возникла независимо от нервной системы всех остальных животных. Не модификация общего предка, а параллельное изобретение нейрона с нуля в другой химической системе с другими молекулярными инструментами. Жизнь на Земле дважды независимо пришла к созданию нервной системы. Это означает одно из двух. Либо нервная система является настолько выгодным решением, что эволюция неизбежно приходит к ней повторно. И тогда вероятность существования нервных систем на других планетах резко возрастает. Либо грибневик не является продуктом той же эволюционной истории, что остальные животные Земли. Второй вариант поддержали несколько групп исследователей, независимо друг от друга. В 2015-м филогенетический анализ, проведенный в университете Майами, показал: грибневики, по всей видимости, отделились от остального животного мира раньше, чем губки. Существа без нервной системы вообще. Это означает, что грибневики с их сложной нервной системой древних животных без нервной системы. Эволюционная логика здесь инвертирована. Сложность предшествует простоте, а не наоборот. Грибневик не имеет мозга в анатомическом смысле. Его нервная сеть распределена по всему телу без центрального узла. Но эта сеть позволяет ему охотиться, избегать хищников и координировать движение 8 рядов ресничных пластин, которые приводят его в движение. В 2022-м японские нейробиологи из университета Токио зафиксировали у грибневика нечто, для чего у них не нашлось стандартного термина. После повреждения части нервной сети животное перестраивало топологию оставшихся соединений таким образом, чтобы компенсировать утраченные функции. Не регенерация, именно перестройка существующих связей. Это поведение в нейронауке называется нейропластичностью и считается одним из признаков высокоорганизованных нервных систем. Грибневик Мнемиопсис лейдии был завезен с балластными водами из Атлантики в Черное море в 1982. За 10 лет его популяция выросла до 1 миллиарда тонн суммарной биомассы. Это больше годового улова всего мирового рыболова. Он уничтожил кормовую базу черноморских рыб и обрушил рыболовную отрасль сразу нескольких государств. Существо с нервной системой неизвестного происхождения, завезенное случайно, изменило экологию целого моря за одно десятилетие. В 2023-м группа астробиологов из Института Карнеги опубликовала краткую аналитическую работу, в которой суммировала данные по геному грибневика, независимому происхождению его нервной системы и инвертированной эволюционной последовательности его появления. В заключении авторы написали буквально следующее. Если бы образец Мнемиопсис лейдии был доставлен с другой планеты и передан на анализ, ни один из полученных генетических результатов не противоречил бы этой гипотезе. Они не утверждали, что так и есть. Они утверждали, что имеющиеся данные не позволяют это исключить. Это не фантастика. Это опубликованный научный текст в рецензируемом издании. В начале этого списка был вопрос: что если ученые ошибались насчет некоторых морских существ с самого начала? Теперь можно ответить точнее. Ученые не просто ошибались, они систематически получали данные, которые не вписывались в стандартную картину, и систематически откладывали эти данные в сторону. Летвин в 1970-м получил аномальные данные по нейронам осьминога. Его проигнорировали.
Зомер в 1988 наблюдал биологическое бессмертие медузы. Его записи пролежали без внимания 10 лет. Геном грибневика опубликовали в 2014, и полемика о его выводах не завершена до сих пор. Это не заговор молчания. Это нормальная реакция науки на данные, для которых нет объяснительной рамки. Когда факт не вписывается ни в одну существующую модель, проще предположить ошибку измерения, чем пересматривать модель. Проблема в том, что в случае с морскими существами из этого списка ошибок измерения не было. Были воспроизводимые результаты, подтвержденные независимыми группами в разных странах, опубликованные в рецензируемых журналах. Итог 8 существ из списка выглядит так. Осьминог — 2800 генов без эволюционных предшественников и редактирование РНК в масштабах, недостижимых для любого другого животного. Туритопсис — дохрни. Биологическое бессмертие через трансдифференциацию и гены неустановленного происхождения. Мешкоглот — высшая анатомия позвоночного, перестроенная до полной неузнаваемости с ферментами, работающими по неизвестному принципу. Морской огурец — геном сложности человека в существе без мозга и механизм регенерации, заинтересовавший онкологов. Рак-богомол — это зрительная система, которую копирует медицина, и материал конечности, который копирует авиация, без переходных форм в палеонтологической летописи. Физалия — колония 4 генетически различных организмов, чья внутренняя сигнальная сеть математически идентична архитектуре коры головного мозга. Мечий хвост — 450 миллионов лет без единого эволюционного изменения и кровь, на которой держится мировая фармацевтика. Грибневик — нервная система, изобретенная независимо от всей остальной жизни на Земле, с нейромедиаторами, которых нет больше нигде. Ни одно из этих существ не является необъяснимым по отдельности. Наука работает с каждым из них и медленно продвигается вперед. Но когда смотришь на весь список целиком, возникает вопрос, который в 2018-м задала группа из 33 ученых в своей статье о головоногих. А что, если Земля не является единственным источником жизни, которая на ней обитает? Гипотеза панспермии, занесение живых организмов или их генетического материала из космоса, существует с 19 века. Ее предложил шведский химик Сванте Арениус в 1903. Долгое время она считалась маргинальной. Но в 2019-м японские ученые поместили живые организмы на внешнюю поверхность Международной космической станции и оставили их там на 3 года. Бактерии вида Deinococcus radiodurans выжили. Они выдержали вакуум, космическое излучение и перепады температур от минус 120 до плюс 150 градусов. Жизнь может путешествовать в космосе. Это больше не гипотеза. Это экспериментально подтвержденный факт. Мировой океан покрывает 71% поверхности Земли. Средняя глубина — 3800 метров. Человек исследовал менее 20% морского дна. В 2023 в ходе экспедиции в зону Кларион-Клиппертон в Тихом океане было описано 587 новых видов за одну экспедицию. Среди них существа, для которых потребовалось создавать новые таксономические категории, поскольку они не вписывались ни в один существующий класс. Ответ на вопрос изначально звучит так. Ученые ошибались не потому, что были невнимательны. Они ошибались потому, что применяли к этим существам логику, выработанную для жизни, возникшей здесь. Если хотя бы часть из записанных аномалий имеет внеземное происхождение, то контакт с внеземной жизнью уже состоял. Не в будущем, не в виде сигнала из далекой галактики, а 450 миллионов лет назад, в теплом мелководном море, где осело что-то, прилетевшее издалека. И это что-то до сих пор живет в океане. Некоторые экземпляры прямо сейчас сидят в аквариумах исследовательских лабораторий. Их изучают, их геномы расшифровывают. И каждый раз, когда результат не совпадает с ожиданиями, кто-то в лаборатории смотрит на данные и думает, это, наверное, артефакт оборудования.